Жестко шарим, что ли? Автоподбор включен у кринжовых челов. Меня бесит, когда я открываю ящик. Не стоит на месте PUBG Mobile, потому что классически выглядит кринжово. Всем привет, с вами Остон, и сегодня в этом ролике я вам расскажу, какие настройки лучше использовать, чтобы выигрывать каждую игру, как я. Давайте-ка начнем. С основного управления отображать левую кнопку огонь 100% всегда включаем. Дальше у нас идет выстрел винтовки с скользким затвором и арбалет. Нажать. Выстрел дробовики нажать. Можно еще поставить отпустить, но это уже по вашему удобству. Затестите, отпустить, затестите, нажать. И выберите, что вам более удобно. Настройки прицела. Режим прицела у меня смешанный. Иногда я нажимаю, иногда удерживаю, когда как. Я так привык, я так играю. Можете тоже затестить. В целом зависит от ваших пальцев и во сколько пальцев у вас раскладка в общем и целом. Вращение камеры при прицеливании отключаем. Эта настройка нам не нужна. Переключение быстрого прицела 100% включить. Это очень удобно, очень по-киберспортивному. Кнопка бокового прицела я выбрал нажмите для смены прицела. Это намного удобнее, чем просто нажимать на отдельную кнопку прицела для бокового прицела. Регулировка фокусного расстояния нажать. Дальше настройки выглядывания. Режим укрытия у меня тоже смешано. Иногда я нажимаю на наклоны нажатием, иногда удерживанием, когда как. Мне, в общем, так удобно. Тоже затестите и то, и решите, как вам удобно. Может, вы будете таким же, как и я, на смешанно играть. Выглянуть и прицелиться 100% отключаем. Эта настройка тоже не нужна, она супер неудобная. Соответственно, вращение камеры при наклоне также отключаем. Очень странная настройка, я не знаю, зачем ее добавили в нашу игру. Все метки мы 100% включаем. Звуковые эффекты выстрела в голову посмотрите по своему удобству. Лично мне она никак не мешает, наоборот, плюс вайбит, поэтому я включил. И звуковые эффекты выстрела в корпус. Как раз таки вот я искал эту настроечку, и я ее отключаю. Звуковые эффекты вырубания и уничтожения также отключаем. Прыжок и карабкание разделите, ребят, 100%. Будет момент, когда вы захотите просто прыгнуть за укрытием, а не перелезть его, и вы случайно перелезете, будет не очень круто. Отображение кнопки режима стрельбы объединяем. Объединение приседания и положение лежа тоже очень супер странная настройка, она нам не нужна, отключаем ее. Функция быстрого броска включаем. Вот тут можно в настройках посмотреть, на что она влияет. Веерообразная зона броска. Выбираем переключить, потому что это тоже супер удобная настройка. Я ее использую, советую всем попробовать. Бросок расходников включаем 100%. Вот тут также можно посмотреть, как это выглядит. Вот. Если, допустим, тиммейт находится там не близко с вами, а, не знаю, в нескольких десятков метров, просто с прыжка кидаете ему, и все, и он хилится спокойно. Режим прозрачного интерфейса. Это для каких-нибудь эдитов жестких. Ну, на геймплей она никак не влияет, поэтому вообще все равно. Скольжение, арена, мир чудес. Это для кринжовых пациков. Отключаем. Включить первое лицо 100% включаем. Динамическое положение оружия первое лицо отключаем. И тут уже у нас переходим на такие довольно интересные настроечки. Третье лицо. Лично я играю на 80, но наши ребята играют на 90. Вот конкретно наш капитан Milky Way и плеймейкер Артем Арагон играет на 90. Я думаю, в ближайшем будущем я тоже затещу и сыграю на 90. Первое лицо у меня стоит 90. Для меня 80 слишком мало. 103 слишком много. Вообще некомфортно играть. Поэтому я поставил ниже среднего. Даже не среднего. Внешний вид меток современный, потому что классический выглядит кринжово. На геймплей это особо никак не влияет. Хотя, как раз таки классические, там огромные какие-то слишком метки, они могут заролять в моменте важном. Поэтому ставьте современный, не ошибетесь. Рывок отключает режим укрытия. Вот как раз таки можно отключить, но у меня она включена. Мне она никак не мешает, поэтому да. Настройки помощь. Помощь в прицеливании. Лично у всех про-игроков она отключена, потому что на турнирах она у нас также отключена. И мы сами наводимся, нам никакая вот эта вот помощь в прицеливании не поможет. Только своими пальчиками мы наводимся, все делаем гироскопом туда-сюда. Аудиометки основного экрана отключаем. Автоматически отмечать места попаданий включаем, потому что это важно для ваших тиммейтов. Звукоуведомления заканчивающих патронов у меня отключена данная функция.
Мне она не нужна, я все вижу. Напоминание о лечении у меня включено, постоянно использовать бинты у меня тоже включено. Очень полезная функция. Автооткрытие дверей у меня включено, но это также по вашему удобству, как и автоподбор. Но лично я считаю, что автоподбор включен у кринжовых челов. Индикатор преграды прицеливания у меня включена, многие тоже также отключают, но мне в целом никак не мешает, мне похуй. Ускорение пройдения по горизонтали у меня включена. В последнее время многие мне пишут, конкретно из проигроков, играю ли я с ней, я отвечаю, да, конечно. И они говорят, я попробую тоже. Раньше была мета отключаюсь, сейчас все включают, короче, не стоит на месте PUBG Mobile. Дальше у нас автосообщения в матче мы включаем также. Открывать карту удержанием кринжовая тоже какая-то функция. Она нам не нужна. Показать траекторию броска. Конечно же, включаем еще жестко шарим, что ли. Автоэкипировка холодного оружия. Основное оружие убрано. Отключаем данную функцию, тоже кринжовая какая-то. Оружие ближнего боя по умолчанию. Лично у меня кинжал. С ним быстрее бегаешь, чем с мачете, поэтому да. Способ прерывания перезарядки перезарядкой, либо смешанный, либо огнем. Лично у меня стоит огнем, мне так удобнее затестить и то, и то. Но я думаю, я включу смешанный, попробую так сыграть. Автопрыжок отключаем 100%, тоже кринжовая настройка. Касание экрана для отметки местоположения отключаем. Следование при прыжке. Кстати, вот данная функция как раз таки на турнирах очень удобна, потому что иногда вылетает. Если ты вылетел и следуешь за тиммейтом, то вы летите вместе. Поэтому советую всем включить. Гироскоп всегда включен. Реверс гироскопа максимально странная настройка. Гироскоп, ребят, очень важен. Всем советую включить его, поиграть с ним. Поэтому да. Прицел, настройки прицела у меня отключены. Важные моменты. Но тут уже хайлайтики всякие. Думаю, важные моменты стоит включить, потому что вдруг у вас запись не включена, и вы какой-то жесткий момент дали, и вы можете через важные моменты хотя бы посмотреть, насладиться еще раз этим моментиком. Повтор проигрыша тоже советую всем включить, вдруг вас читер какой-то убил, чтобы вы поняли, чаще всего это читер, если он вас убивает. Сокращенный повтор мир чудес, я не знаю, что это, у меня отключено, думаю, это мне никогда не пригодится. Пониженная частота кадров при наблюдении, вот эту настроечку стоит отключить. Настройки отображения брони товарищей. Это, наверное, в этом метро рояле. Ни разу не играл в этот режим и не советую вам. Там IQ падает, по-моему. Давайте перейдем уже к графике. Для более плавного FPS ставьте самую низкую графику. Думаю, не стоит объяснять. Чем ниже графика, тем стабильнее FPS. Вот, у меня стоит сверхплавно, 120 FPS, Ultra Extreme. Поэтому да, настройка частоты кадров у меня умная настройка стоит. Так, стиль насыщенный, режим цветовой слепоты у меня стоит нормально. Яркость 150-100%, потому что. Ну и нестандартные экраны тут уже зависит от вашего устройства. Поэтому лично у меня стоит 75. Меня все устраивает. Давайте перейдем к настройкам кнопок. Все играют либо на первой, либо на третьей схеме. Вторая схема это кринжовая, я не знаю, для кого она создана. Просто кнопка стрельбы идет вместе за пальцем. Что это такое вообще? На первой схеме, куда бы вы ни поставили, в левой части экрана свой палец, который отвечает за джойстик, вы всегда будете двигаться. Но на третьей схеме, к сожалению, это так не работает. Тут максимально нужно присмотреться, когда вы играете, где у вас находится палец, чтобы настроить, идеально джойстик свой. Вы не сможете двигаться вообще в целом, если вы не будете по нему попадать. Это нужно учесть. И еще как раз таки на третьей схеме, как по мне, намного плавнее движение, вы лучше чувствуете своего персонажа, поэтому всем советую на третьей схеме играть. Но если вы уже сильно привыкли к первой, ничего не меняйте, ничего не придумывайте. Сильно вашу игру это не улучшит. Давайте перейдем к подбору. К патронам не будем придираться. Каждый берет столько, сколько ему нужно. Посмотрим на аптечки, на утил, на хилы, вот это вот все. Лично я беру себе 3 аптечки, 7 бинтов, 4 энергетика и 1 болик. Мне этого хватает. Если этого не хватает, можно всегда попросить у тиммейтов, у них всегда все есть. Давайте посмотрим на утил. Лично у меня стоит в подборе 5 хае, 5 смоков и молик. Всегда в играх я беру больше. Прицелы у меня не стоят в подборе. Я их просто глазами всегда вижу и подбираю. Потому что меня бесит, когда я открываю ящик, и там просто прицел каждый показывается мне, чтобы я его подобрал. А я не хочу его подбирать. Давайте посмотрим на перекрестие, эффекты крови и так далее. Лично я всю жизнь играл на желтой крови. Это имба. Мне очень нравится желтая кровь. Вот, поэтому цвет попадания у меня желтый, цвет урона тоже желтый, цвет
Эффекты в ПВЕ. У меня стоит зеленый. Я не знаю, это какой-то опять режим, в котором я никогда не играл. Давайте посмотрим на цвета прицелов. Это тоже по вашему желанию. Вот я вам покажу, какой у меня стоит. У меня от бедра стоит просто дефолтное перекрестие, не точка, ничего, не кружок вот этот кринжовый тоже. Просто обычное черное перекрестие. Коллиматорный прицел у меня розовая точка. Голографический прицел у меня черный. Боковой прицел у меня тоже розовая точка. 2х. Никогда не использую этот скоп. Не советую вам. Но у меня тоже черный. Ну и 3х у меня просто голубенький цвет. В целом все. Вот. Можете взять мои настройки, посмотреть, затестить все вот это вот. И прийти к своему решению, что вам удобнее, что для вас лучше. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам вообще мои настройки, помогли ли вам они. Лично я совершил с помощью этих настроек очень много побед и очень много времени потребует, чтобы это все настроить. Поэтому да. Всем спасибо, пока.